Мне регулярно желают смерти какие-нибудь странные люди. И смотрю сзади, у меня так рука по плечу, бам, поворачиваюсь, а там патруль. И они такие, ты бы хоть обернулся, мы сзади тебя стоим, 15 метров. Теперь у меня слишком много картин дома, и когда их пересчитала, там было свыше 9 десятков. Картины не маленькие. Мне нравится делать так, чтобы человек неожиданно испугался в какой-то момент, находясь на улице или заходя за какой-нибудь очередной угол. Но у меня однажды попросили нарисовать жопу моего кота. Привет, меня зовут Володя, и я художник. И улица для меня является такой площадкой, на которой я тоже выражаюсь. Рисую через трафареты, леплю наклейки, леплю разные штуки. Привет, меня зовут Настасья Чудакова, или просто Тася, и я являюсь автором картин, что называется, «С любовью из детства». Я пишу в основном маслом, на холсте, традиционно. А пробовала когда-нибудь баллончиками? Нет, баллончиком не пробовала. Попробуй, это очень интересно. Даже Мне не кажется, важно, я только получится. что-то такое бытовое красила, если реквизит для съемок каких-то, только так. А вот прямо чтобы рисовать, что-то создавать с баллончиком, нет, такого не было. В чем главные сходства и различия ваших профессий? То, что мы оба рисуем, это единственное сходство, а все остальное совершенно разное, мне так кажется. Я просто посмотрела твои видео на Ютубе, и я была очень удивлена, насколько это совершенно другой мир. Лично для меня это совсем другое, все другое. Скорее всего, да, вот подход и является разницей. День фестиваля. Мы, разумеется, подтянулись пораньше, чтобы продолжить работу над своими кусками. Пока светло, нужно успеть доделать самые сложные участки. В моем случае это лицо. Красивое личико – это уже 50% успеха. Картины у меня делятся на такие две большие темы. Это тема детская, где я пишу про детство, даже не свое, а в целом. И какие-то более домашние бытовые работы, и вообще в целом про дом. Вот какие-то такие уютно-терапевтические картины. Мне нравится делать так, чтобы человек неожиданно испугался в какой-то момент, находясь на улице или заходя за какой-нибудь очередной угол. Я рисую страшные рожицы или образы. Бывает рисую, бывает их вырезаю с фанеры, делаю более объемными и ставлю. Я не ставлю их в каких-то совсем уж явных местах. Я подозреваю, что вот здесь какая-нибудь заброшка, да, например, здесь человек просто так не появится. Он пришел сюда за острыми ощущениями. Я их дам с лихвой. Так, а насчет еще, что общего, наверное, авторства? Больше в сторону какой-то самостоятельной авторской идеи у меня получается только с помощью фотографии. Угу. То есть, если я возьму, сделаю снимок, который мне нравится, отрисую его, только тогда мой внутренний мошенник молчит. Все остальное время он орет постоянно. Я одно время тоже использовала референсы, и до сих пор по интернету можно найти картины, которые я писала прямо с фотографий. Я их, конечно, все старательно удаляла из своих сетей, но, к сожалению, интернет помнит все. А дело в том, что я в последние годы особенно рьяно борюсь за авторское право, и это выглядит еще более иронично, что я когда-то тоже так делала, и мне это регулярно еще прилетает обратно. Мне вот сейчас в этом плане помогает нейросетка. Я сначала, знаешь, думал, какой кошмар, все, считай, эпоха поменялась. А потом понял, что это же тоже инструмент. То есть мне не обязательно брать прям полностью всю картину. Я выбираю форму, выбираю приблизительно, что хочу видеть, и она мне отлично в этом помогает. То есть у тебя тоже не было вот этого, когда, знаешь, все вокруг спрашивают, а вы не боитесь, что ваш труд заменит нейросеть? Мне всегда казалось это достаточно странным. Да, потому что те вещи, которые она выдает, ты на них смотришь, они обезличенные. То есть ты смотришь эти глаза, они враскосяк, пальцев нет как таковых. Это можно подсобрать и одушевить, но в целом не вижу в этом ничего, кстати, плохого. Мне кажется, это естественный ход событий. Как вы храните свои работы? У меня вот долгое время не было даже и мысли по поводу того, чтобы сохранить какую-то работу. Я всегда ее куда-то клеил, либо наносил на стены. И в этом, кстати, есть небольшой минус, потому что за это время, пока я рисую, у меня ничего не скопилось. То есть мне даже банально выставку не с чем сделать. Это очень печально, потому что ты со временем к этому подходишь. Вот ты говоришь, что у тебя ничего не накопилось, а у меня последние несколько лет случился приступ жабизма. Я себе все оставляю. Либо я ставлю просто очень высокий ценник, и ее никто не покупает, но я радуюсь этому, поэтому она висит. И чувство свободы такое есть, да, что вроде выставила, вроде как есть, но берите ради бога, но она у меня. Но при этом теперь у меня слишком много картин дома, и это было ужасно понимать, когда я их пересчитала. Там было свыше 9 десятков. Картины не маленькие.
Я еще покупаю картины других художников, так что у меня дома Тебе надо просто... галерею делать. Можно, конечно, картины отправить на хранение в складе, но я просто боюсь за эти работы, что там с ними случится. Хотя, опять же, вот у меня они хранятся в квартире, и, казалось бы, где может быть лучше, но весной я устроила кипяточный потоп, а картины не были рады такому хранению. Были случаи, когда приходилось убегать от полиции? Обижать смысла нет. Вандализм, как статья, в которую ты попадаешь, он не такой и жестокий. Там только деньги и административное правонарушение. У меня был случай, и мне подарили маркеры. Я вообще маркерами не рисую, не тегую, ничего вот этого не занимаюсь безобразием. А у меня он в кармане лежит. Я такой иду и смотрю, вывеска. А это департамент капитального ремонта города Москвы. Это вот как раз-таки те люди, которые занимаются тем, что замазывают граффити и все остальное. Я думаю, сейчас я прямо здесь и растегаюсь. Беру маркер. Чуть-чуть совсем черканул. И смотрю сзади, у меня так рука по плечу, бам, поворачиваюсь, а там патруль. И они такие, блин, ты бы хоть обернулся, мы сзади тебя стоим. 15 метров. Меня взяли, забрали в отделение, отвезли. Потом выяснилось, что они не сфотографировали ничего. Там, в принципе-то, и ничего как такового и нету. Буквально одна царапка. Меня отпустили. Мне приходилось бегать от полиции. Но это не связано с работой, и эта история не для этой передачи. Репин или Ван Гог? Ван Гог. Пейзажи или портреты? Я бы не хотела ничего выбирать, если честно. Ну, пускай будут портреты, в них можно... Хотя сейчас пейзажист на меня обидится, но в портрет можно больше заложить интересных деталей, чем в пейзаж. Хотя и в пейзаж. Пускай будут портреты. Средний успех при жизни или общемировое признание посмертно? Успех при жизни. Я не хочу быть голодной, да. Бэнкси или Паша 183? Бэнкси. Баллончик или кисть? Наверное, кисть. Потому что кисти можно рисовать даже стравленную краску с баллончика. Стать известным в массах или быть легендой андерграунда? Многие, допустим, из граффити, из смежных таких направлений используют анонимность, чтобы спокойно себя чувствовать и на улице, и при этом быть известным как бы художником, продавать свои работы. Но я бы, наверное, все-таки остался известным в узких кругах, нежели там какой-то вездесущим известным. Никогда больше не рисовать или никакого больше секса? Я его тоже ждала. Не, я бы, конечно, никогда не рисовал. Зачем я рисую, в конце концов? Вот как. Не, ну подожди, давай честно. Мы нашли ответ на вопрос «Зачем?». Все, что мы делаем, это так или иначе связано с сексом. Если уж быть откровенно, Сюда честно, надо до Фрейда конца. посадить. Ну, я не соглашусь. Я трудоголик. Я буду рисовать. Какой художник из вашей сферы понравится вашему собеседнику? У меня есть один самый любимый на свете художник, которого я могу рекомендовать, наверное, всем, но я не знаю, насколько он понравится стрит-арт-художнику. Это американский, в общем, иллюстратор и художник Норман Роквелл. Слышал? Очень известный Загуглю. художник 20 века. Я могу тогда порекомендовать целую команду стрит-арт-художников, уже таких состоявшихся. Это современные. Современные, да, они пишут слова. Допустим, Владимир Абих, Илья Мозги, Слава ПТРК, тоже такой. А как, например, как это выглядит? Они просто слова пишут? Они находят место, они подбирают концепцию, пишут слово, и ты идешь, читаешь его, и у тебя происходит вау. Да. И это еще сделано порой очень талантливо, то есть используется какое-нибудь городское пространство, такое не совсем однозначное, а там надпись, которая с ним работает вместе, то есть это все в совокупности происходит. Мне, знаешь, что вспомнилось? Я стрит-арт особо не наблюдала, хотя вот я была недавно в Грузии, в Тбилиси. Ну, да, сейчас там как много. раз, там, да, очень много. Вот, но в целом, не то, чтобы я уделяла им много внимания, но можно ли назвать обычные, знаешь, какие-нибудь детские рисунки на стенах стрит-арта? Да, наверное, есть. можно. И мне очень понравилось, я хотела об этом написать как раз картину. Я шла у нас во дворах,
и на каком-то балконе свежепокрашенного здания было написано «Я тебя люблю». Ну, из баллончика просто, вот так было написано. Это я, значит, проходила в первый день. А во второй день я проходила, и работники попытались это замазать. И оно было замазано как-то очень полупрозрачно. И мне очень понравилось, как выглядит вот это вот замазанное, но все равно видимая надпись «Я тебя люблю». Это сколько тоже смысла вот в этом вот полузамазанном названии, которое все равно прорывается наружу. Интересно то, что очень естественно получаются новые формы такого уличного искусства. Ну, немного таких людей, но кто-то этим пользуется. Вот, допустим, пишут по определенной форме, потом приходят сотрудники ЖКХ, закрашивают, и получается по этой форме рисунок. Ты понимаешь, многоходовочка такая. Очень здорово. Что вас больше всего бесит в работе? Из-за того, что у меня объемные работы, в основном это выпиленные из фанеры разные формы, мне немножко не нравится шкурить и обрабатывать конструкции. Потому что я считаю, что это немножко из другой оперы абсолютно. То есть это как раз-таки ремесленническое направление. Меня немножечко раздражает обесценивание профессии со стороны какого-то современного подхода к художественному делу, что ли. Вот куча вот этих вот мастерских, арт-студий, которые убеждают, что можешь стать художником за 3 часа. Я не имею ничего против того, чтобы люди рисовали, и рисовали как могут. И я не говорю, что если ты захотел там стать художником, то тебе нужно пройти обязательно классическое полноценное образование. Нет. Рисуйте, да, безусловно, сколько можно, но когда собираются какие-то определенные касты людей, которые вот вышли из этих мастер-классов, они организуют собственные выставки, потом ходят там, преподают другим людям. Вот это мне не очень нравится. Друзья, если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Это очень поможет его продвижению. В комментариях пишите, какие еще пары почти коллег вы бы хотели у нас увидеть. Спасибо. Если бы вы были пейзажем, что бы на этом пейзаже было изображено? Ну, это был бы, наверное, «Синий час». Небольшой дом с горящим внутри светом. Ну, это была бы моя картина, скорее всего. Если бы вы могли оживить одну свою работу, что бы это была за работа? Что бы она сказала? Как-то однажды сделал инопланетянина в полный рост, вырезал его по форме и покрыл лаком таким, знаешь, который светоотражающий. И повесил его, прикрепил его к дереву. В лесу дорога проходит. Приезжает тачка, да, и она освещает, он светится в темноте. Вот, я бы его оживил и отдал бы на исследование. Представляешь, мы бы изучали новую форму жизни. Еще бы я денег залутал, я думаю. А что бы он сказал тебе? Он бы ничего не сказал, я думаю, его бы грохнули сразу. Если бы ты могла получить кисть из волоса любого существа, настоящего или вымышленного, что бы за кисть это была? Вы знаете, что миниатюристы, между прочим, очень любят кисти из кошачьей шерсти с подмышек. У кошек? Да. Очень нежная шерсть, очень хорошо ей писать. Вот такую я бы себе заимела кисточку. Чем бы вы закрасили Великую Китайскую стену? Я бы нарисовал там мини-версию вот этого фрагмента этой стены. То есть ты представляешь, на стене нарисована стена, на которой еще нарисована Рекурсия. стена. Это такой фрактал туда прям. Я люблю такие штуки. Какого цвета был бы звук твоего любимого музыкального инструмента? Сначала определимся, какой у меня любимый музыкальный инструмент. Пускай это будет скрипка. Пускай индиго. Встречали ли вы секретные послания на стенах, где рисовали граффити? Все мы знаем, что там за секретные послания пишут на стенах. Я однажды был в съемочной команде, мы снимали 9 мая, и мы ставили аппаратуру в Кремле. И насколько я был удивлен, что даже там есть граффити. То есть граффити такое примитивное, знаешь, просто одним цветом, но написано имя. Я не помню, правда, какое, Васи или Коля, что-то такое. Но я такой, представляешь, в центре Москвы, Да, в интересно. Кремле есть граффити. Если бы у тебя было 4 руки, как бы ты использовал это в работе? Одна рука бы замешивала, другая писала, другая отмывала после этого кисти, третья выдавливала новую краску, четвертая выдавливала бы краску. В общем, все в ход, все в дело. Если бы звук разбрызгивания краски у баллончиков был музыкой, что за песню бы играла? Хороший вопрос, между прочим. Интересно. Я бы тогда, может, Это даже знаешь, баллончиками работала. Это, знаешь, какая мелодия, я бы вообще угорал. Что, где, когда черный ящик выходит. Вот это было бы задорное творчество вообще. Да, неплохо. Это бы слишком быстро надоело, я бы, наверное, художником бы даже не стал.
Что самое обидное вам говорили про вашу работу? Ну, мне регулярно желают смерти какие-нибудь странные люди. Ну, их же много. Это если отбирать все самые странные, там, страшные комментарии, то их, правда, получится много, но, как правило, они не относятся к моей работе. А про конкретные картины, чтобы что-то говорили... Ну, бывает, говорят пусто. Для меня это обидно. Но на самом деле пусто — это значит, что человек не нашел внутри себя отклик на конкретную работу. Наверное, да. так. Что вам не нравится рисовать? Мне вот не нравится абсолютно рисовать то, что без глаз. То есть у меня в картинке все равно где-то должен быть человек с глазами. Ну, я в последнее время начинаю ловить какой-то кайф от этого, но это, наверное, только последние полгода, а в целом бесит. Пейзажи. Вот. Фон, вот, пейзажи, да. Не люблю. Какой у вас любимый цвет? Изумрудный. А мне черный нравится. Вот черный, он всегда так классно обыгрывает любой цвет. Если вот, допустим, взять, берешь цвет, да, обыгрываешь его черненьким, и он начинает играть. Колбасировать. Ну, может быть, это что-то замешивать, прям много-много цветов, нет? Ну-ка, давай, Настя, удиви. Это один из самых первых этапов работы. Это когда эскиз, типа, только вот первые... Почти, да. Это когда ты берешь белый лист, и для того, чтобы понять, где у тебя что будет находиться, ты делаешь такие вот движения, типа вот здесь вот колбаска, здесь будет деревце находиться, вот здесь вот, это называется колбасировать. Рука алкоголика, ну, если с точки зрения логики, рука алкоголика, она трясется. Может быть, это какая-то техника, рваная линия. Да. Да? Я об этом не знал. Очень просто. Ну, это логически легко додуматься, да. Но не рваная линия, а скорее такие мазки точечные. Пирожки. Такое, что очень конкретное. Мне, знаешь, что в первую очередь приходит в голову? Это может быть какой-то часть инвентаря, может быть, какой-то расходняк. Это когда ты строишь там вазу, или да, вот у тебя кружка есть, вот эта вот верхняя часть называется эллипс. Ага. Да, и эллипсы бывают грамотно построены, бывают неграмотно построены. Вот неграмотно построенный эллипс называется либо пирожки, либо сосиски. Выжать карандаш. Ну, то есть, скорее всего, это сточить его настолько, что он уже совсем вот такой вот останется, да, выжать. Ну, нет, кстати, нет. Блин, ну тут уже логика не помогла. Выжать, это значит, выжать цвет из карандаша. Вот прям, вот, знаешь, ну то есть надо рисуешь надавить вот так чуть-чуть, сильно, чтобы да, он прям по чтобы максимуму прям по был. максимуму выложился, да. Баф — это такая вот штука, которая закрывает лицо, шарф такой. Нет, Это нет, есть. это не элемент одежды, это как раз-таки тот случай, когда кто-то кого-то перекрывает. То есть, допустим, рисунок или закрашивается, либо на нем рисуется еще один рисунок. То есть первое изображение перекрывается. Баф, забафить называется. Спот пальцем в небо — это какое-то явление, которое происходит в процессе росписи стилы. Нет, неправильно. Спот — это место, где наносится граффити, но находятся такие укромные закутки, где это все можно реализовать, где это также нелегально, но при этом ты можешь спокойно там что-то нарисовать. И 1, 2, 3 об этом знают, все уже порисовали, 4, 5, и вот так вот образуется спот, где можно порисовать. Барик, ну это просто, знаешь, но оно ни на что не похоже даже, вот прям совсем. Да. Барик. Ну бар, типа, Причем это относительно вместо новое. сходки, я Да, не знаю. относительно новое. вместо сходки какой-нибудь. Барельеф. Как? Барельеф. Барельеф? Да, знаешь, что такое барельеф? Барик? Барик — О, это боже маленький мой. барельеф. Это звучит Да. Но это ругательски. здорово. Кусок. Но если ты выбирал посложнее, то вряд ли это кусок, часть стены, на которой ты выбрал рисовать. Это граффити. Ну, это, то есть рисунок, другими словами. То есть кусок. Что это называется? А я не куском? знаю. А знаешь, как еще называется? Не нарисовал, а повесил кусок. Повесил кусок на стену. То есть ты нарисовал граффити, Повесил граффити. повесил кусок. Как вы зарабатываете? Я продаю картины, я работаю на заказ, много работаю на заказ, с удовольствием работаю на заказ. Бывает, что-то расписываю, если есть настроение. Ну, формы продажи еще разные бывают, аукционы я тоже иногда провожу, лотереи провожу. Преподаю. Я запускаю аукционы именно на своих информационных ресурсах. Рисую какую-нибудь картиночку и говорю, вот, типа, викторина. Вход, там, 300 рублей, грубо говоря. Потом выбираем рандомно, кто задонатил,
тот получает картину. И в совокупности набегает нормальная стоимость работы. Хотя человек может, допустим, выиграть ее за те же самые 300 рублей. А вот какие-то заказы на Заказы, росписи? знаешь, вот тут тоже очень интересно. Из них можно очень сильно утонуть. У меня был один момент, то, что я взял один заказик, второй заказик, третий, и пошло-поехало. У меня не было времени абсолютно на то, чтобы нарисовать, что мне хотелось. И теперь, если я берусь за заказ, я уже обговариваю конкретно, чтобы мне было интересно. Чтобы это не просто было какая-нибудь, знаешь, свадебное или семейное фото, а чтобы это было и как-то неплохо смотрелось в моем портфолио, скажем. Какой художник из вашей сферы недооценен? Даша Коркина, которая пишет прекрасные картины с растениями. Они про растения, но они какие-то очень живые, такие особенные, атмосферные. Хотелось бы, чтобы о ее творчестве знало больше людей. Он, конечно, дооценен, но мне кажется, он достоин большего. Это Никита Номерс. Человек, который делает фестиваль «Место», тоже посвященный уличному искусству. И вообще, на самом деле, зажигалка еще та, я смотрел, как он рисует мурал один. Производительность была бешеная, и объем был бешеный, и вообще как будто в нем 3 человека. Но он всех 3 использует на максимум. Какое единственное произведение искусства оставили бы? Я, к сожалению, не вспомню автора, но это известный случай, когда художник забальзамировал акулу и продал ее, по-моему, за 12 миллионов долларов или 12 тысяч. Короче, неважно. Тут уже все стало понятно. Вторичный рынок современного, да и первичный рынок современного искусства — это очень странная вещь. Там можно продать все, что угодно. Вообще-то изначально я думала о Куинже, об одной из его ночных лунных картин. Но потом я решила, что оставила бы какую-нибудь из композиций Кандинского. Но только в том случае, если будет возможность с этой картиной ознакомиться с трактатом. Самый странный заказ. Я уже Я предчувствую интересную историю. Меня однажды попросила одна девушка нарисовать себя рядом с Джонни Деппом. И я, в общем, искал Джонни Деппа отдельно и ее. Но они так и не смотрелись вместе, что... Но я нарисовал, да. Вот это странно было. Ну, у меня однажды попросили нарисовать жопу моего кота. Ну, в смысле, попросили расписать толстовку с жопой моего кота, да. Ну, я нарисовала, где он идет такой по лесочку, у него хвост кверху, и вот у него такая попа пушистая. Вот. Не то чтобы кушать хотелось, но мне очень понравилась эта затея. Ну, это заказ, да. Это классно. Это заказ. Порекомендуйте книги или фильмы про искусство. Очень интересно будет посмотреть людям, которые даже никак не связаны ни со стрит-артом, ни с изобразительным искусством. Это выход через сувенирную лавку. Что-то нереально. Вот именно этот фильм заставил меня... Даже не заставил, он меня просто вот вытолкнул в этот мир стрит-арта. Я бы лучше рекомендовала литературу и читать мемуары художников. Одни из таких последних, которые меня впечатлили, мемуары Коровина «Моя жизнь» называется. Очень, очень просто и как-то душевно. Стрит-арт — это вандализм. Все зависит, конечно же, от автора. Кто-то это делает ради каких-то острых ощущений, ему наплевать, что будет нанесено на стену. А кто-то переживает за внешний вид, выбирает подходящее место, тратит достаточно много времени для того, чтобы это получилось красиво. Поэтому здесь однозначного ответа не может быть. Художнику не обязательно иметь художественное образование. Художественное Как у тебя с этим? образование иметь не обязательно, но учиться обязательно. Выучиться обязательно. У меня есть начальное художественное образование из детской художественной школы. Все остальное я уже изучала самостоятельно. Быть художником дорого. Нет, ну, как хобби дорого, да. Как профессия зависит от уже остальных скиллов и продаж и остального. Художник должен быть голодным. Я прям ждала этой фразы, и я знала, что она будет. Но у тебя, значит, есть ответ на это. Я просто об этом очень много думала. Я как-то сидела без работы, у меня не было денег, и я начала генерировать, что мне делать, собственно, с этим моим положением, и я придумала очень много крутых работ. Но при этом я не считаю, что я должна быть голодной. Но просто иногда голод помогает. Я считаю, что никто не должен быть голодным. У нас вообще в мире такое изобилие, но у нас получается... Это издевательство уже, эта фраза. Может быть, голодным имеется в виду в переносном смысле? Может быть. Тогда да. Да, в зависимости от контекста сказанного. Если, допустим, голодный в плане до каких-то новых взглядов, до новых концепций, то да.
Опишите идеальные условия для работы. Чистое, сухое, светлое помещение, относительно с неброскими стенками, белыми, серыми, что-то такое. Хорошо проветриваемое, с большим набором инструментов, с удобным столом и стулом, с выходом на улицу, с доступом к холодной и горячей воде. И санузлом, соответственно, тоже Санузел, да, рядышком. И все, можно там жить прям. Еще чтобы соседей не было. Да, и диванов. Вообще. Потому Диванов? что ты же знаешь, как это все-таки пагубно влияет, А не, когда у рядом. меня все диваны занимают собаки. Еще желательно, чтобы в этом помещении было какое-то устройство, которое всасывало бы в себя шерсть всех животных постоянно, потому что у меня все картины в шерсти, они прилипают. Это- Ну, ты, конечно же, не проблема. можешь их просто так изолировать. Не, ну могу, если это будет какое-то другое помещение, да, идеальное помещение для работы, но идеальное помещение для моей работы — это то, в котором будут мои звери. Как им там находиться, если ничего не придумывать такого? Либо, не знаю, на них натягивать какие-то мешки, чтобы они не шерстили. Ну да, в целом оно выглядит примерно так же.